Привет, мои нежные котики! У нас сегодня будет расклад, который вы попросили, и его предложила Олена нам. И мы сделаем расклад. Можно ли доверять вашему мужчине? Можно ли ему верить, мои дорогие? Давайте посмотрим. Мы будем смотреть на зомби-таро и докладывать карты на герметическом таро. Зомби-таро — это таро, когда оно показывает вообще в целом, да, то, что как мужчина себя ведет, его поведение. А герметик, он его покажет, скрытые мотивы к вам. Ну что, давайте посмотрим, можно ли ему доверять. И мы будем вот просто раскручивать эту ниточку какого-то недоверия. Если вы где-то сомневаетесь в этом мужчине, да, давайте посмотрим, стоит ли. Потому что очень часто вот такие вот истории и получаются, когда, например, любовь-морковь, все остальное. Потом, когда, например, разводы, расставания какие-то, да, сразу личину этого мужчины очень сильно видно, да. Но когда мы расстаемся, они начинают шантажировать, требовать какие-то бабки за что-нибудь, очень выкладывать интимные фото куда-нибудь в интернет, да. Вот эту вот гадость можно узнать именно когда с мужчиной расстаешься. Но давайте сейчас посмотрим. Когда вы с мужчиной не расстаетесь, или это какой-то ваш новый знакомый, да, либо когда у вас есть какие-то сомнения, стоит ли ему доверять. Давайте посмотрим, стоит ли доверять вашему мужчине. У нас сегодня будет 4 варианта, и мы посмотрим, стоит ли доверять вашему мужчине или нет. Вам стоит ли доверять? Какие подводные камни здесь есть? Первый, второй, третий, четвертый вариант. Загадывайте, мои дорогие. Вот если у вас есть где-то к нему какое-то недоверие, да, что вы в чем-то сомневаетесь, чувствуете, что вы топчетесь на месте, приглядываетесь, хотите заглянуть ему в телефон, например, через плечо. Ну, то есть какое-то недоверие у вас к нему есть. Давайте посмотрим, можно ли ему доверять. Ну что, давайте посмотрим первый вариант. Можно ли ему доверять, девочки, этому мужчине? Нет, десятка мечей. Уже нельзя доверять этому мужчине, потому что он держит за спиной что-то, что он вам не хочет говорить. Это касается вас, да. Это какая-то либо... Вот знаете, похоже как на внутреннюю какую-то злобу. Он может вести себя по-разному. Может улыбаться вам, да, делать комплименты, либо он отмалчивается, либо еще что-то. Дыма безо дня не бывает, и если вы загадали эту карту, девочки, и у вас еще вас терзают смутные сомнения, то они, и, к сожалению или к счастью, оправданы, да. Это тот момент, когда мужчине, девочки, доверять не стоит. Возможно, он, например, очень хорошо себя ведет по отношению к вам, к примеру, да. По какой причине? У него есть какие-то причины, чтобы эту личину какую-то держать. Возможно, какой-то материальный интерес. Возможно, девочки, именно какой-то любовный интерес, да. Но он что-то держит. Руки в карманах у него. У него руки в карманах. Он, если вы думаете, что он будет с вами вынь да положь, это вот Ивашка душа нараспашку, ничего такого не будет, девочки. И тут есть такой момент, что с этим мужчиной можно хорошо, как говорится, надо, как говорится, все равно и всегда думать о каких-то там разводах, о юридических моментах и всем остальном, да. Я вам предлагаю об этом хорошо задуматься. Если с этим вы, мужчиной, встречаетесь, я бы, вот как бы, знаете, кошелек, наверное, бы держала в потаенном каком-то кармашке. Даже до этого может доходить. Я не говорю прям про всех тут, что от всех надо деньги прятать, да. Но тут, хоть и общий вариант, но... Надо, девочки, держать ушки на макушке с этим мужчиной по-любому. Стоит ли ему доверять? Нет. И я вот именно в том ключе говорю, что вот если вы хотите вот полностью супер доверительные отношения, то их, девочки, здесь нету. Ну, нету их здесь. И, возможно, у вас какие-то плюсики по любви с ним идут, да, вы там друг друга любите и все остальное. Но вот...
в этом любовном каком-то даже угаре, да, в интересах каких-то. Все будет, может быть нормально. Но тут десятка мечей показывает, что все-таки коса на камень где-то найдет. И доверять этому мужчине не стоит. А давайте сейчас раскроем, в чем именно ему не надо доверять. Я вам скажу так, да, неприятно, конечно, такое же слушать, да, мы все хотим доверять мужчине, мы хотим лежать на его плече, да, вот доверие, оно дорогого стоит, это как смятая бумажка, которую даже если ты выпрямишь, она все равно уже будет помятой, как чистый лист. И если у вас есть какие-то сомнения, они оправданы. Вот то, что вы думаете, вот где у вас там интуиция подсказывает, или прямо, знаете, аж краской на лбу пишет, типа, не доверяй ему. Ты в этом в чем-то сомневаешься, и ты сомневаешься правильно. Потому что это есть. Но мы сейчас посмотрим еще на герметики. Можно ли ему доверять, этому мужчине? Опять восьмерка мечей, девочки, мечи. Нет, не доверяй. В разговорах тоже не доверяй ему. Можно ли ему доверять? Девятка пентаклей. Это еще игра. Он, то есть, знаете, он отражает ваши реакции. То есть, вот, либо он говорит вам то, что вы хотите услышать, да, либо, ну, он знает, что вы хотите услышать. Ну, короче, это карта подстройки такой. Девятка, то шестерка, то девятка, то шестерка. Понимаете? Вот такой вот момент. Давайте еще посмотрим, можно ли ему доверять. Восьмерка жезлов. Верховная жрица. Пятерка мечей. Девочки, вы вся в мечах. Четверка мечей, пятерка мечей, восьмерка мечей, десятка мечей, да. Из более-менее, вот девятка пентаклей, восьмерка жезлов выпала, да. Нет, нельзя. Очевидно, девочки, просто очевидно, что вам нельзя. Верховная жрица, которая попадает в какую-то западню. Мы не будем сейчас говорить, какие игры затевает прямо этот ваш мужчина, да, но вот смотрите, вы же не просто так зашли на это гадание. Вот не просто так. Вот женщина, которая слепа или не слепа, полностью доверяет своему мужчине, она не будет гадать, понимаете? Или бы она вытянула какой-то другой вариант, где, в принципе, ее бы слова подтверждались, да, ее какие-то чувства, правильно? Вы бы не вытянули. Вот почему вы вытянули тут такой негатив к этому мужчине? И смотрите, девочки, вы выпали верховной жрицей, да, по отношению к нему. Он же не выпал никем по отношению к вам. Понимаете? Тут есть такой момент. Либо это слом. Вот смотрите, варианты, какой ваш мужчина тут может быть. Он сломленный. Сломленный, подавленный какой-то, болезненный. Что-то у него все плохо. Да, и он как-то вот тянется все равно к вам, да, но он не понимает, как вы можете что-то его решить, и решите ли вы его какие-то проблемы, да, но все равно он к вам подтягивается. Также это может подтягиваться очень хорошо к вам лярва по этим картам, понимаете? Эти мечи как крюки, по которым лярва цепляется для того, чтобы к ведьме, к верховной жрице подобраться как-то, да. Я даже не скажу, что он как-то прям вообще пипец как все скрывает, девочки, да. У него на лице написано, в чем он нуждается. Вот его даже на чистую воду выводить не надо, потому что на самом деле он, может быть, об этом и не говорит, но у него все написано на лице или все видно в его поведении, да. И тут даже розовых очков тех не оденешь. А если даже ты оденешь розовые очки, ну, как бы, да, и будут у тебя с ним любовные отношения и все остальное, или есть они, то это ты понимаешь, да, вот в подсознании своем у тебя же чисто нормальный мозг. И вот это вот твоя адекватность и понимание всех этих ситуаций, оно у тебя есть. Просто бывает, у нас тоже слабину мы даем, да. И вот ты как раз та верховная жрица, которая дала слабину. То есть ты позволяешь ему быть рядом с тобой. Даже не сколько быть, а позволяешь не то, что обманывать тебя, да, а позволяешь ему на что-то надеяться, чтобы он мог бы от тебя что-то получить. Но фишка в том, что
от верховной жрицы это получить, можно от верховной жрицы только по морде можно получить, да. И то есть он тебя, в принципе, ничего у тебя не отберет. Но в то же время ты какой-то тоже такой колоссальный урок в своей жизни приобретешь. Этот мужчина, можно ли ему доверять, девочки, да? И тут даже не сколько вопрос, можно ли ему верить там в чем-то в одном или в другом и пятое. Доверять, да? Доверие, девочки, здесь нету ничего такого, где можно этому мужчине доверять. То есть верить – это когда он что-то делает или не делает. А доверять – это когда мы что-то делаем или не делаем, и мы доверяем мужчине там рассказать что-нибудь, какие-то тайные секретики, да? Или свои действия. Нет, девочки. Вы переходите на новую работу, зарабатываете много денег, к примеру, да, вы никогда не должны говорить ему, сколько вы зарабатываете. Прибедняйтесь. Я бы на вашем месте еще врала где-то, да, спрятала для того, чтобы... Вот чем больше он о вас на 100% будет знать, тем больше он будет пытаться от вас как-то что-то урвать. Либо даже кусок чувств, либо тела, девочки, да, либо материального чего-то. Поэтому вот этого мужчину к себе не прописываем. Понимаете? Домой его можно жить, но на куриных правах. В долг ему денег не даем. Не лечим его за свой счет. Не берем его проблемы, не решаем его проблемы. Да? Тут нет, вот этого, и про себя ничего не говорим. То есть он не должен знать о вас все. Вы можете, девочки, с этим мужчиной что хотите делать? Встречаться, не встречаться. Это ваше право. И тут мудрая женщина выпала, верховная жрица. Вы мудрая, да? Но единственное, мы иногда даем слабину, либо мы где-то идем уставшие, где-то на поводу чего-то там или зачем-то, непонятно для чего. Но ты с этим всегда сама разберешься. Ты с этим мужчиной тоже разберешься в своей жизни, да? Но он не должен иметь тотальный контроль над твоей жизнью. Он не должен, потому что не его это дело иметь над тобой этот тотальный контроль всех сфер твоей жизни. Ты верховная жрица, понимаешь, а не он. Тут верховного жреца не выпало, понимаешь? Поэтому стоит ли доверять этому мужчине все свои секретики, действия какие-то? Нет, мои дорогие, нет. Что касается доходов, имейте в виду, да, потому что это такое дело. Что касается паролей, то же самое. Ну, не стоит, девочки. Вот такие вот карты выпали на этот первый вариант. Даже если вы его любите, у вас хорошее с ним отношение и все остальное. Это сейчас может быть все так хорошо и классно, да. Но бывают такие моменты, как называется, в горе и в радости, да. И можно увидеть будет все. А вот для того, чтобы вы были ко всему подготовлены, а даже это он даже, вы можете даже целую жизнь с этим мужчиной прожить, вы понимаете, целую. Но когда вы полностью, как говорится, он не знает, где ключи от вашего сейфа, скажем так, да, он как дурачок, как говорится, да, его можно ввести вот так вот вокруг пальца, да, живешь и живешь, на куриных правах, окей, все. И чем больше у него будет власти над вами, тем это хуже для вас. Тем меньше у него власти над вами, чем меньше он всего чего-то такого знает, да, тем для вас лучше. Причем вот это вопрос конкретно такого вот доверия. Вот кто вот тут будет круче. И обратите внимание, как карты вам тут показали, что это вы, верховная жрица. У вас должны быть ключи от всех дверей, не подписанные. Понимаете? Не подписанные ключи от всех дверей. Только вы должны знать много чего остального. Вот тогда тут, как говорится, вы будете защищены, спокойны, не будете от стрессов лысеть, толстеть, и мешков под глазами не будет. Понимаете? И будете всегда выбирать этого, другого, пятого, десятого. И вы будете рокировать, а не вас. Понимаете? Вот такой вот первый, девочки, вариант. Второй вариант, мои дорогие, давайте посмотрим, можно ли ему доверять. Восьмерка кубков выпала. Можно ему доверять. Но единственное, вот этот мужчина, когда он в ссорах,
Он склонен обзываться очень-очень некрасивыми словами. Он склонен как-то, знаете, да я тебя отомщу, да вот ты посмотри, да ты у меня поскачешь. И он вот когда именно злой, когда у вас какие-то склоки, распри, ссоры, вот этот мужчина, девочки, он может гавкать, как говорится. Но есть такой тип мужчин, и их много на самом деле, да, что они, например, вот если ваш ругаются за рулем на других водил, да, ты, да, ой, козел, ты на этого посмотри, на того, что они творят. Вот этот тип, девочки, ваш мужчина, которого вы здесь сюда загадали, он, когда злой, он начинает шантажировать, типа говорить о мести, да ты у меня получишь, да там все пятое. Это все угрозы, это все, как говорится, гречка с рисом смешанная. То есть он, как говорится, погудить да успокоиться. Вот такой вот болбатуг он. Но единственный момент, что нельзя до конца принимать на веру то, что он говорит в сердцах, скажем так, да, злого и все остальное. Он сам никому не доверяет. У него, девочки, немножко надломленное доверие к женщинам как таковым, да. Я бы сказала, что вот это особо не исправить, да. Он где-то неисправим. Он всегда будет в голове себе думать, что женщинам доверять нельзя, мама у тебя одна, а женщин может быть много, а надо о себе думать, о себе только заботиться. Сегодня женщина есть, завтра она предала, изменила и ушла, да. То есть он немножко у вас таким истерик в этом плане. В принципе, доверять ему можно, да, но я бы посоветовала вам с ним, в принципе, осторожно так общаться и тоже там ножи ему и вилки не показывать, понимаете, в его сторону. Тут надо подкрепить и то, что он может вам доверять. Понимаете? Но тут другом, чтобы женщина стала другом этому мужчине, это практически невозможно такое сделать. Он все равно будет смотреть на вас как на женщину, да? Ну вот вы женщина и все. А женщина это слабое создание, они могут быть слабые напередок, да, вдруг, я уеду, я дальнобой, я уеду, она переживалочкин он у вас. Он сам не доверяет женщинам, но это у него какие-то столпы, скрепы души стабильные, которые ему вталдычили, скорее всего, или в детстве, или он что-то видел, да, там, развод родителей, или его девушки где-то там вот бросали, да, легкие такие девушки. Давайте посмотрим еще, можно ли ему доверять. Можно, девочки, у вас выпадает уже вторая карта кубков, туз кубков. Он на вас сильно так вот подвис, этот мужчина. Двойка жезлов. Он бы хотел, этот мужчина, чтобы у вас все было как-то, знаете, поровну, чтобы вместе, да, какой-то даже совместный бюджет, если у вас его еще нету. Так, десятка мечей, к чему-то выпала десятка мечей. Но он вот вам реально не доверяет. Знаете, где он вам не доверяет? В деньгах. То есть он боится остаться с голой опой. Он боится остаться с голенькой попочкой, без штанишек и подтяжек. Ему кажется, что вы королева жезлов, та, которая его может ободрать как липку, оставить без штанов, без чемодана и без бритвы, понимаете, и без носков. А вот с чего он так взял, да? Он к вам очень сильно неравнодушен. Вы ему очень сильно нравитесь, да? Вы такая классная, неповторимая. И он в вас видит женственность. Очень много женственности он в вас видит. Но он не доверяет вам в том, что вы его берете, девочки. Оберете. Вы можете подумать, ой, было бы там что обирать, да? Обдирать его как липку. А вот тут, да, девочки, можно... И он может бороться за свои карандаши. Как в детском саду, вот честное слово, знаете. У меня племянник, кстати, вот у него вот такое вот есть, да. Но откуда оно взялось? Его как бы этому чему-то не учили, да. Но он, короче, уходя в садик, у него маленькая сестричка ползает, да.
вообще маленькая, ползает только по квартире. И он, уходя в детский садик, закрывает свою комнату, чтобы его игрушки сестричка не трогала, да. Это его игрушки. И вот, девочки, к чему этот пример? К тому, что вот ваш мужчина тоже, вот у него есть внутри такое, чтобы его не обдерли, не забрали его, все, что нажито непосильным трудом. Тут может быть и бедняк, и может быть олигарх, да. Но мужчина переживает по поводу того, что он сейчас начнет женщине доверять. И это с его стороны практически невозможно. Потому что так, прописывать ее нельзя в квартире, потому что она потом оберет меня, там, алименты будет требовать. Ну, короче, девочки, тут не негативное значение. Тут вот просто мужчина такой, знаете, чтобы боится о том, чтобы не забрали его игрушки. А так как он к вам неравнодушен и очень сильно, он начинает по этому поводу очень и очень переживать. Причем, ладно бы выпала какая-нибудь, ну, такая, какая-нибудь простушка карта, да? А нет, девочки, выпала королева жезлов с 10 мечей. Он боится, что вы его оберете. Нагого, худого, благого оставить у ворот на паперти, собирать милостыню. Вот что. Колесо фортуны. А знаете, он, конечно, по-детскому себя ведет, но вам выпало на двоих колесо фортуны, да? То есть вот с этим мужчиной, вот это вот где-то даже какое-то недоверие чуть-чуть с его стороны, страх этот, да, ваши где-то сомнения, они хорошо влияют и на него, и на вас, да. Вы с этим мужчиной по 10-му старшему аркану, вы чему-то учитесь, вы много чего приобретете вот в это время, пока вы, как говорится, с этим мужчиной. Возможно, ваше благосостояние вырастет в 2 раза, да. Ну, короче, или, ну, много чего интересного и позитивного. Вот это состояние, когда вы в чем-то даже не то, что не уверены, сомневаетесь, да, может быть, сомневаетесь немного в мужчине, он сомневается в вас, да. Вот это вот время, оно хорошо, что оно длится, потому что вы что-то хорошее приобретете. И этот мужчина, и вы. Вам как бы это почему-то на пользу здесь идет. Вот такой вот, мои дорогие, второй вариант. Третий вариант давайте посмотрим. Можно ли доверять ему? Можно ли доверять этому мужчине? Свои чувства и все остальное. Двойка кости выпала. Сейчас мы посмотрим, что это за двойка кости-то выпала. Я вам скажу так, да. Если это ваш новый знакомый, то еще рано ему доверять. Если это мужчина, с которым вы уже как-то встречаетесь и все остальное, так вы ему уже много все доверили, о себе рассказали и все остальное. Тут, в принципе, нету чего-то нового, чтобы вы бы ему рассказали, о чем бы он не знал. Понимаете? И с его стороны тоже. То есть вы, если это продолжительные отношения, то, в принципе, тут ну, нормально все, да. Он знает о вас то, что он должен знать, вы знаете о нем то, что вы должны знать. Так, и давайте посмотрим. Посмотрим, можно ли ему доверять на герметическом таро. Можно ли ему доверять? Можно ли вам ему доверять? 4 жезлов. Можно, девочки, доверять. Можно. Я вам скажу, что он еще какой-то хранитель тайн у вас сам по себе, да. Возможно, это относится к тому, что если ему сказать какой-нибудь секрет, доверить ему какие-то такие тайны, да, свои, то, в принципе, он их будет хранить. 5 кубков. Можно. Но вот этот мужчина, девочки, хорош у вас. Вот этому мужчине, в принципе, можно доверять. Но у него, знаете, что-то вот по тузу пентаклей, мне тут чувствуется что-то связанное с законами. Либо это может быть полицейский, либо это может быть юрист, да. Что-то вот он как-то близок к этим каким-то законам. Хранитель каких-то законов. Ну, давайте еще глянем. Можно ли вам доверять этому мужчине? 6 жезлов. Верховная жрица. Да, девочки, этому мужчине можно во всем, в принципе, доверять, да. Но обращу ваше внимание, обратите, да, внимание, что все-таки здесь не выпадает он
как каким-то вот супер мужчиной, да, именно для вас. Вы выпали здесь, вы выпали верховной жрицей, и от вас как-то все идет в его сторону, да. То есть можно ли ему доверять, вы не должны даже спрашивать такой вопрос, потому что на самом деле вы как-то этого мужчину используете, а не он вас. Вот такие дела, мои дорогие. От вас идет. Я думаю, что он все-таки где-то ведомый в ваших отношениях. Вы на первом месте, вы ему говорите, что делать, ну, как говорится, как жить, да, советуете, и он невольно к вам прислушивается. Но зато, когда он к вам чего-то, да, то вы относитесь к нему как к человеку обычному, то есть к ведомому за вами. Ну, давайте еще глянем. Что-то мне хочется еще копануть здесь немножко. Можно ли ему доверять? Суд, туз мечей, принцесса Пентаклей. Ему много где можно доверять, но есть все-таки, вот помните, я вам говорила про законы, девочки, да? Смотрите. Тут попахивает чем? Либо это разведенный, который где-то обидел свою бывшую жену, да, и тут алименты могут быть, да, либо какие-то распри с бывшей, возможно. Негативный опыт с прошлого у него идет, там, где от него что-то отняли у него. Доверять этому мужчине можно. Вот я вот думаю, почему так близко к законам как-то он? Но если он... Я, знаете, почему еще здесь не могу определиться, да? Если... А вдруг это зэк, и вы здесь загадали человека, который сидел. Можно ли ему доверять? Так вот, тут такой момент идет, что если в любовных отношениях, да... Вот если рассматривать такой момент, что если, например, расходиться, вы будете с этим мужчиной, да, что он притянет в ваш расход какой-то опыт со своего прошлого. Ему можно доверять, но что-то вот, когда по любовному моменту что-то пойдет не так, он будет притягивать что-то из своего прошлого, какие-то знания законодательства. Понимаете? Именно по любовной теме. Давайте еще глянем. Тут его надо немножко прощупать. Он вроде бы и такой, знаете, вроде бы и нормальный, можно ему доверять, но какой-то такой сигнал. Если его предать, если изменить ему, да, если его как-то использовать так сильно, и он поймет, что его используют, он притянет почему-то какие-то законы с прошлого. Не понимаю. Можно ли ему доверять вам? Можно, девочки, доверять ему. В принципе, хорошие все карты. И вот все кубковые выпали, да. То есть он вам доверяет, и вы ему тоже можете доверять. Но обратите внимание, что тут такой вот есть момент. Если с ним поступать некрасиво в любовных отношениях, если какая-то измена или еще что-то остальное, то, что от него когда-то откусили, он может откусить от вас. Но он ведомый, девочки. Я не считаю, что верховная жрица, а вы выпали по отношению к нему в доверии, как верховная жрица, вы можете вот прям все ему там вынь да положь, да, душа нараспашку и все остальное. Нет, можно, конечно, но вот следите за язычком где-то, если вдруг вы, чтобы не попались, девочки, да, потому что он как-то очень... У него падает забрало на лицо, да, и он садится на коня, и... Тут может какой-то закон быть на его стороне. Почему-то тут что-то такое идет, девочки. Вот такой вот, мои дорогие, третий вариант. И давайте посмотрим четвертый вариант. Можно ли ему доверять? Можно. Можно ему доверять. Можно. И он хочет, чтобы вы ему доверяли. Он хочет, чтобы вы расслабились, девочки. Потому что вот для него почему-то важно сейчас, что вы как-то не расслабляетесь вместе с ним.
Причем это даже вот по кубковой масти, по 5 кубков, вы не расслабляетесь, как женщина. То есть что-то у вас там внизу, как говорится, напряжено. Он хотел бы, чтобы вы расслаблялись. Вот не сколько даже доверяли, сколько расслаблялись. Как-то у вас зажато. Вот он считает, что у вас там где-то зажато, девочки. Либо вы ему не даете. Мы интим имеем в виду. Либо вы как-то его не гладите, вы не лежите у него на плече, вот чтобы он чувствовал, что вы вот прямо вся его. Как зажатость. И он хочет, чтобы вы расслабились. Тут даже у вас вопрос, не можно ли ему доверять, сколько расслабься со мной. Расслабься, как женщина. Давайте еще посмотрим, можно ли ему доверять вам. 8 кубков, да, идет. 8 жезлов тоже, да. Император. Знаете, почему он, девочки, хочет вас расслабить? Потому что он хотел бы иметь больше влияния в вашей жизни. И этому мужчине нужно, девочки, давать возможность как-то за вами ухаживать и брать ответственность за вас. Потому что либо вы, тут такой момент может быть, что вы напряжены, вы как мужик решаете перед собой задачи, в горящую избу зайдете, да, я могу то, сё, 5-е, 10-е. И мужчина приседает на диванчик, да, и иногда женщине вот хочется всего, вот она мечтает, чтобы мужчина для нее все был, да, чтобы это было твердое мужское плечо и не только. А в результате этого не до конца получает. Вот у вас отношения, да, есть психологическая проблема, ваша психологическая зажатость. И то, что вы даже сейчас гадаете, можно ли ему доверять, да, вы зажаты. Это не в нем, девочки, проблема, а именно в вас. Вы не до конца раскрыты для этого мужчины, да. Я бы сказала, что у вас зажато что-то по-женски. Это даже, это могут быть проблемы родить от этого мужчины, да. То есть вам надо вот реально расслабиться и принять его в себе, принять как мужчину, как вашего защитника. Если он вас в каких-то таких моментах не устраивает, ну как же я на него могу положиться, мне надо дергаться, мне надо быть. А вы попробуйте. Вот, кстати, вот вам дам совет от себя. Как я замечаю, я сама по себе тоже маленький такой диктатор. И в результате вот тоже все беру много что на себя. Но я заметила по своему мягкому мужчине, да, что как только я затыкаюсь, и когда такая сижу, ресницами хлопаю, да, он прям вообще расцветает, как император, и как ваш. И вот если этого мужчину расслабиться, научиться расслабляться, чтобы вы не выдумали, что вам кушать завтра и все остальное, а сказать: дорогой, мне завтра, я даже не знаю, что мне кушать, у меня ничего нету. Или там еще что-то, да. Вот этот мужчина будет для вас стараться, девочки, стараться много что для вас делать. Можно ли доверять? Можно ему доверять. Только и довериться. Это вам здесь надо довериться, а не ему доверять, понимаете? Вам довериться, разжаться. Что-то вы зажали 2 коленками таблетку аспирина между ног, как говорится. Он хочет, чтобы вы больше в его сторону повернулись, чтобы вы не были такая напряженная, как струнка. Вот что, девочки, хочется ему. И тогда он раскроется как император к вам. Если вы будете решать все проблемы, козу на ходу доить, да, или еще что-то, то ничего не будет. Потому что ему надо раскрыться. Этот мужчина, император, еще очень сильно так обращает внимание на то, что вот если женщина очень женственная, беззащитная, да, но умная, целеустремленная, это все такие плюсы, он все, конечно же, считает император. Но ему надо та, которая будет немножко под ним, чтобы он, как мужчина, мог бы раскрыться. Он должен здесь раскрыться. Ну, давайте еще глянем. Можно ли ему доверять? 2 пентаклей, 6 жезлов. Можно, девочки, доверять ему. А 3 мечей от кого идет? Мне аж пришло, что это от какой-то, знаете,
Мамаша, что ли? Девятка жезлов. Четверка мечей. Мечи от кого-то идут. От того дома, где похороны были. По миру карте. У вас между вами вот такая вот сладкая пара получается, да? Вы, в принципе, многое можете получить из этих отношений для себя. Но единственный момент, что могут идти какие-то у вас проблемы с родственниками с его стороны. Не он враг, а кто-то с его стороны, девочки. Так что даже если вы будете ему доверять, полностью открываться, говорить о своих хобби, увлечениях и всем остальном таком, да, он может вот как-то общаться со своей этой семьей. И эта его семья будет где-то в штыки вас воспринимать. И получается, вы будете не доверять этому мужчине. Но здесь как-то надо ему расслабиться, довериться. Но в то же время Верховная Жрица, девочки, она говорит о том, что вам надо вести его как-то. Влюбленные. Девятка пентаклей. Люби любовную любовь, строй с ним отношения, но я бы все ему не договаривала. Пятерка пентаклей идет. Четверка кубков. Ты прими его как мужчину в себе. Но, например, вот разделять ли тут дела какие-то, да? Ты свои дела делай, но молчи, но ему особо не говори. Пусть он как мужчина. Вот ты ходишь на работу и, как говорится, тратишь все свои деньги на себя любимую, да? А он должен взять всю эту ответственность за семью, за вас, на себя, понимаешь? И ты должна это ему позволить. Можно ли ему доверять? Императрица ты моя выпала и звезда. Можно, девочки. Доверяйте и любите друг друга. Тут хорошие карты вам идут. Вот такие вот дела, котики мои. Все, вот такое вот было гадание. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.